канал «Стекло и палец». Все о мобильных развлечениях на glafi.com. Всем привет, друзья! Сегодня у нас очень необычное видео для моего канала. И, в принципе, первый раз такое происходит. Админов группы и некоторых игроков пригласили на мероприятие. Сегодня мы поедем в офис Nvidia, встретимся с разработчиками, и будет презентация к выходу Vainglory на Android. Очень должно быть интересно. Мы, как я уже сказал, встретимся с другими участниками группы, встретимся с администрацией и встретимся с некоторыми игроками, которых вы увидите позже. Сейчас мы направляемся на встречу с Лизой, тоже это все заснимем. Потом встретим ребят, которые приехали из Минска. Ну и по ходу дела будем все это снимать. И потом я это выложу на канал, в группу, и сделаем интересное видео, посмотрим, что будет. Всем привет, я Лиза. Сижу с мальчиками в Старбаксе. Мне поддержали видео. Лизе поддержали. Хотят, чтобы я что-то сказала, я не знаю, что сказать на самом деле, но от меня очень этого требует, поэтому я скажу, что я ожидаю на этой презентации. Так, все, заканчиваем. Повеселиться. Это самое главное. Все, убирай. Привет, давай, привет. Здесь Вадим Кашинский, АК Black и Cold Eyes. Короче, я не знаю, что несут все сказать. Мы ждем еще Best Celeste. Вот, мы его все ждем. Да, мы ждем тебя. Давай, приходи к нам быстрее. Он нас не слышит. Ждем мероприятия. В Vainglory будет представлена игра на Android. Будем играть на этом ведре. Будет все лагать, наверное. Я надеюсь, я тебе снесу. Это будет изи катка. Это... Нет, он меня не снесет. Это будет хард катка. Вот. Ладно. В общем, приехали ребята. Да, приехал Леха, Лиза и два белоруса. В общем, что ты нас выделяешь среди всех? Уже не видишь, что ли, а? Понимаешь? Леха, Лиза и два белоруса. Короче, нас тут очень много, целых 5 человек. Приехали еще из Минска, 9 часов ехали. Илюха, если ты не придешь, ты мне обязан сказать, где ты работаешь. Илюха, с тебя 3 хот-дога, ты мне обещал. Ты всем должен. Да, ты всем должен. Вот он, Оскар. Значит, да, я не Оскар, я Оскар, но на самом деле... Ну ладно, извиняюсь. В общем, я вхожу в состав админов, причем каждому в башку по отдельности в разное время, минут по 5. Потом, в основном я перевожу для группы лор про героев, истории всякие интересные, не очень. Стараюсь делать так, чтобы все на выходе становились интересными, но когда получается, когда нет. Так вообще еще люблю немножко подшутить над участниками, но так, если они возмущаются, я потом их просто забавлю. В основном я вообще тихий, скромный, да, матюкаюсь не чаще 5 раз в день, и всегда обязательно вставляю для цензуры туда какие-то побочные символы. Число пи. Да, в частности, число пи или число е. Да, или просто звездочку, да. Или просто рисую так равно, потом скобку. Ну классно. Вообще я думаю, что я приношу группе огромную пользу. Без нее у них бы постоянно накапливалось такое напряжение, из-за просранных игр, из-за всякой фигни. А так они видят, вот я над ней, прикалываюсь, они на меня орут, выпускают весь пар, и потом больше ни на кого не орут. А я этот вот потер быстренько, и все, группа чисто, красивая, здоровая. Такой санитар группы. Спасибо, Оскар. Да, не за что. Так, друзья, перед вами Андрей Мазази. Вот он, один из команды МКН, победителей чемпионата ESL. Давай, Андрюха, расскажи. Всем привет, это Мазази. Ну что можно сказать, мы выиграли ESL, мы победили ВГЛ. К сожалению, я не поеду в Сеул, но я надеюсь, мои французские коллеги дадут там всем жару. Да. Ну что можно сказать? Ну скажи, какие впечатления, как чувствует себя отлично. одним из лучших игроков Европы? Это просто best supper you. Ну, что вам сказать? Я крутой чувак, берите пример с меня. Все, всем удачи. По-любому за Андрюху лайк.
игры Vainglory были выбраны именно планшеты Shield. Во-первых, потому что это графический, это мобильный процессор Nvidia Tegra K1, то есть это графика Kepler, доступная на планшете. Собственно, если вы представите себе производительность 600-й, 700-й серии GeForce, вот примерно эту производительность вы получаете на замечательном планшете Nvidia Shield. И кроме того, у нас есть несколько очень классных технологий, которые мы добавили в этот планшет, исходя из того, что это планшет для геймера, для человека, который любит играть, и ему нужны будут специфические вещи. Например, в наших планшетах Shield, ну, собственно, не только в планшетах, но на всех игровых устройствах есть возможность захвата видеогеймплея, то есть технология Shadow Play. Собственно, вы можете записать то, что происходит на планшете Shield, ваш геймплей или все что угодно. Hey, what's up? Don't worry though. 와인이라고 합니다. Look out for Ms. Vixen. This is Waddy X. Tactical Pinup. I'm DZ live on Twitch, and I play Vainglory because it's something that hardcore gamers can really get into on a mobile platform. There's so much build diversity that you can really innovate and make every game feel different, every match feel different if you choose to. That will end up telling, oh, it's target doesn't care, he goes in! It's the real full MOBA experience to put on an iPad. The touch controls are so crisp. The graphics looks like something that shouldn't exist on an iPad. The adrenaline just gets you hooked. I could just get in and play. It doesn't really matter where I am. I play at work, on my breaks, O hasta incluso en tu sofá. Right before casts, I like to pick up a game by myself or play with friends. The community's amazing. Okay. I feel like you couldn't hear that. Oh gosh! I have met people who ever consider real friends. Vainglory가 제일 재밌기 때문입니다. Watch your hyenas out there because this girl can whoop your butts. It's just a really cool game. It's pretty amazing. 재밌어요. 돋보이세요. Сложно уничтожить, для этого нужна поддержка твоих партнеров по команде и также миньонов. Вот сейчас расскажу про миньонов. Каждая команда также нанимает миньонов, которые идут по этой дороге, и они помогают сносить турели, помогают уничтожать их, пока команда не доберется до главного кристалла, до главной цели игры. Каждый игрок начинает на своей базе, и, как правило, начало игры это закупка в магазине. Каждый выбирает
предмет, который больше всего ему подходит для стратегии, для своего стиля игры, и выбирает свою первую способность. Затем игрок направляется на свою зону ответственности, в данном случае это ринга, идет на главную дорогу, на лейн, где он уничтожает вражеских миньонов. И потом со временем, когда у игрока накапливается достаточная сумма золота, или когда ему не хватает маны, он обычно возвращается домой, на главную базу телепортируется, где он снова покупает предметы уже более сильные, чтобы снова вернуться в битву уже с новыми силами, новыми способностями. Vainglory — это мультиплеерная игра, где случаются очень эпичные битвы. Каждая битва неповторима, потому что она всегда зависит от тактик, от маневров каждого игрока. И каждый герой имеет свою роль в этой битве. Поэтому вам нужен shadowplay для того, чтобы ни один момент игры не остался. Немножко рекламы. Ну и сейчас выступят другие ребята из Super Evil Megacorp, а затем у нас будет небольшой шоу-матч с местным комьюнити, с русскими игроками. A lot of you guys may know me as Captain Nito. I am the Chief Creative Officer of Super Evil Megacorp and one of the original founders. Chief Creative Officer is a very fancy title. I'm essentially the game designer for Vainglory. Flip the slide. So we are coming out on July 2 worldwide. This is officially our coming out party. We are visiting with you guys here. We're going to be traveling to a bunch of the countries here in Europe to talk with the community and talk a little bit about Vainglory. You've heard Bo talk a little bit about how we got to where we are. I'm going to walk you guys through a little bit more in detail of how Vainglory started and where we're about to end up come July 2nd. So, way back in the day, we wrote a game engine. That is the evil engine that powers Vainglory, and it is the proprietary technology for Super Evil Megacorp. This engine was, if you are curious, literally written by the three founders. We sat in our founder's Tommy's kitchen and we programmed for a very long time. And if you notice, there's a huge jump in years between this line item and the next line item because engines take a long time to build. That said, our technology is part of our pride and the cornerstone to our company. We believe in a high level of quality for all that we endeavor. Our technology is one symbol of it. The product Vainglory is another symbol of it. But we've put in a lot of effort and love into the technology as well as to the game itself. Then we moved into our beta period right after we ended up developing Vainglory. So 2014 was when we debuted Vainglory to the world. We first opened in Southeast Asia, and then we moved to some of our other regions. And we've also opened up, obviously, to you guys. And now, it's brought us up to 2015, where we're officially launching the game in the way that the game was intended to be done. So after we launched the game in the beta phase with all of our players in the various regions, we talked with them, we took the input that you guys gave us, we took that input and we made the game better, and there's so many new features that are in the game because of the conversations we've had with all of you. Everything from tutorials to bots, expectation mode, that was a conversation with literally one of our Twitch streamers at PAX East. That's the only reason why we wrote it. There were so many of these features that were born from conversations and feedback from all of you guys. So the game is as much now yours as it is ours. Now we have coming up a bunch of new esports opportunities. Don't worry, that's totally fine. A bunch of new esports opportunities, and this is where things are going to get bananas. It's going to be so much fun. Господи, чуть-чуть сюда. Мне важное поручение дали. На, держи, тебе удобно, если тебе не стоит. Просто, ребят, снимаем, а потом порежем. Сколько это стоит? Что? Вот это. Понятия. А ты уточни, а то у меня только 5000. Если разобью, не расплачусь. Да. Okay.
We can kill the lights. Всем привет еще раз. Мы начинаем наш шоу-матч. Команда разработчиков против русского комьюнити. Да, давай я представим всех игроков. От разработчиков у нас участвует Captain Nito, участвует Naked Green и участвует Nonsense, директор. А от русского комьюнити у нас будет Мазази, победитель недавнего турнира ESL, также известный игрок FF778, Алекс и Cold Dice, одни из лучших представителей нашего русскоязычного сообщества. Посмотрим, кто победит. Ну, если победят наши, то разработчики точно Россию дней на 5 отрубят. Вадим, прокомментируй про героя. Да, комментирует Black из команды ВП и также ExaM. Мы видим то, что... Так, мы видим в пике Така, Бокс и Волк против команды разработчиков взяла Ринга, Катю и Кошку. Оба пика довольно сильные. Будем смотреть, что будет дальше. К сожалению, не смогу сказать по никам, кто где. Можно сказать. Так, Андрей Мазази играет за Фортресса, за вот этого волка, который впереди нас. Леха играет за Таку. Где приближать? Арчи, приближать где? Да, значит, за Волка играет Леха и Арчи играет за Таку. Так, сразу видно то, что Така с Волком пойдут в лес. В данной игре Волк будет саппортом, а Така будет фармить в лесу. Волк будет стоять на лайне. Мы видим то, что собрались в лесу, забирают оба спауна. Команды вроде драться не собираются. Пока что. Тут сейчас большие проблемы. Мазази проверяет, все, нет, драки никакой не будет, команды спокойно фармят. Вот, ушел Вокс на линию, будет стоять против Ринга. Скажу то, что Воксу будет довольно тяжело, если Ринга будет прессовать его, потому что у него более высокий... Меньше радиус, да? Меньше радиус атаки у Вокса, да, ему будет довольно тяжело стоять. Но у Вокса есть книжка, как вы заметили. Книжка позволяет отстреливаться от крипов, когда он добивается делать последний ласт хит. Пока ничего не происходит, обе команды спокойно фармят. Вот, Волк затанковывает через контракт, который дает ему дополнительный. Да, цепляют Ринга, прижимают Корнила, цепляют Ринга, убили, разменялись, убили Волка. Убили также Кошку, это будет минус 3 от команды SEMC, да, это Эйс. Ринг, 3 в одного размен. Хорошо подрались, хорошо. Сейчас. После Эйса, когда команда забирает другую команду целиком, когда убивают троих, они усиливают крипов, и также отрегенивается вся команда, да, ХП и мана отрегенивается. То есть они становятся с полным здоровьем и с полной маной. Вот они забирают первую ловушку, получают по 300 голды каждый. Забирают майнера, пытаются забрать Мазази, не отдает майнера, не того майнера, бежит Мазази, пытается как-то дефать, не получается, он ничего не сделает, почесал за ухом Мазази. Мазази бедненький пытается пробить, ничего ему не получится, ты саппорт куда ты лезешь. Бежит Така, давай, бежит, Ринга умрет, Ринга ничего не сделает, прожимает блок Ринга. Нет, Ринг умирает скорее всего и Катя, потому что нет у нее маны на щит, криты по 400 практически. Умирает, Кошка тоже скорее всего умрет, Кошка умирает, Эйс. Сносите. Норф Така! Все, это КГВП. Давай, Голдай, сноси. Ринга. Да они уже просто фанятся. Ринга умирает, Ринга. Все, КГВП сбивается в креста. Мазази, полшага вперед, пожалуйста.
Отойди, ты в кадр не включаешь. Happy to take any questions. We are more fond of the 3v3 play dynamic than the 5v5 play dynamic. It changes dramatically the way players play the game. That said, you know, maps may be something that we introduce down the road, but early on, especially when you're building a MOBA, it's important not to have too many maps, because otherwise your players' interests split, and it's harder and harder for any player to find a match. So it was really important at the launch of Vainglory to make sure there is only one map. That way everybody is consolidated in one place, and it makes it very easy for people to find people at their same skill level, and to play with people that are at their same skill level without too much split in interests. So that's why you haven't seen maps coming out for Vainglory early on, but it is something that we may consider down the road. What about skins for the map? Skins for map? We've definitely talked about that too. I cannot confirm nor deny that any are in the works. What about duel on this map? Duel? A dueling version of this map? Like a 1v1? Yeah, that is totally plausible. That's something that we've talked about too internally. It's in a far perspective, or it's some close? It's not our current focus right now. I mean, Vainglory has a lot of other things that we know we want to build. More heroes, yeah, I mean, even beyond more heroes, which is always true. But it is something that we are currently talking about internally. How much? That's what we do. We do actually allow players. I mean, so in private matches, you can form a private party and form a do 1v1. Yes. How much heroes to move to the next stage, next I don't know, level of development? How many heroes will? I don't understand the question. Say it one more time. How many heroes you plan to create, introduce before moving to the next stage of development? So there is no number that blocks us from a stage of development. We plan to push out heroes every 3 to 4 weeks, like Bo was saying. And I work with the heroes team internally. I spearhead the heroes team internally, so if I'm here talking with you, we're not working on a hero. But yes, that aside, we would be putting out a hero every 3 to 4 weeks. We feel like right now, we're about 16 heroes in. We have enough hero diversity that we can actually have tournaments and matches at an esports level. You need a minimum number of heroes to really make that manageable. Otherwise, it's the same rotation that you see time and time again. So we're constantly working on those kinds of things, but we will always be expanding the hero roster. We'll never stop. One more question about hero as well. Yeah. Once you show us this hero. Okay. Yes, the yes. So we've talked about Twitch integration, ironically with Twitch, on several occasions, and our key is we want to make sure that it's right for the players. And so some of it is not just figuring out how to integrate Twitch. We want to make sure that the experience is very similar to how the streamers would stream if they're on PC. We haven't quite solved that problem yet. There's a couple of things that some of the ideas that we've been talking with them, and some of the things we've been working on in our kind of our super evil labs, but we don't quite know what the final incarnation is going to be, but we've been working on it. It's a really difficult problem, but it's definitely something that we want to solve. A few more things about potential roadmap. When you have like a bigger player base, is there a possibility that you could like add different mods playing? Yes. Yes. If you're talking about like play modes in the games, yes. That's actually something that I think would be even more fun than adding simply maps, because those happen a lot faster. It allows our community to be able to be involved with it. I know that there's a lot of ideas and play modes that people play with already informally. I would really love to be able to support that officially. So yes, that is definitely has a thumbs up for me. Two more remaining. Then, is there a possibility that local communities will have a voiceover for heroes in their native language? Yes, that is also true. That is quite possible. We've also been talking with some people in different regions about designing heroes that feel a lot more authentic to their region. We try our best, and Chainsaw is amazing at what he does, but there may be
better opportunities for us to work with our players in a specific region to kind of design a hero that fits the vision of the things that they like. And if so, we would definitely absolutely do the VO in their native language. That would be awesome. Welcoming multicultural. Yes, exactly. It would be a multicultural game. That would be great. And your vision about esports. Now you're planning for your first big tournament in Seoul, your first big Vainglory, and after that you have any vision for developing it? Yes, so I have a hope, I would say, for esports. Esports is a lot harder because it's one of the things that we give a lot of respect to be an esports game, your players kind of have to tell you that you're ready. You can't just pretend you're ready because then just nobody plays your game. So we've been working really, really hard, and we feel the players are embracing it for an esport. But I have some really crazy ideas that I really want to see come into the competitive play of Vainglory in the next couple of months that I cannot talk about, or that people back as everyone would strangle me for, but I'm really hopeful that we might be able to innovate and change the game a little bit, and in an unexpected way show you something you've never seen before in a play style for this kind of game. We have those kinds of ideas brewing. We'll see. We'll see. It's going to be really cool. Thank you so much. I wish I could say more. Wonderful. Thank you so much. Great. Вот, в принципе, и закончилась наша встреча с разработчиками. Было очень интересно. Мероприятие такое для меня проходит впервые. Впервые я оказался на презентации игры, тем более своей любимой игры Vainglory. Разработчики очень классные, очень позитивные люди, очень общительные. В меру того, что я плохо знаю английский язык, можно сказать, я его практически не знаю вообще. Не мог задать я им лично какие-то вопросы, приходилось пользоваться услугами ребят. Это Дима Кострайк из группы, Дмитрий Прометяй, админ, и Оскара, и Антона Андерсона, которые переводят стримы и переводят лоры героев. В принципе, они же сделали перевод для этого видео, за что им огромное спасибо, потому что без них бы я не справился. По поводу встречи хочу сказать, презентация была очень интересная, очень насыщенная, очень эмоциональная, было много прессы, было интересно. Показали экскурсию в офисе Nvidia, в принципе он небольшой, как бы я не стал это снимать, экскурсия заняла порядка 10 минут, но так, для кругозора было достаточно интересно. Разработчики, как я уже сказал, очень общительные, очень открытые люди, рассказывали о своих планах на будущее, что еще будут делать в игре, поиграли на планшетах Nvidia Lite. В принципе, планшет понравился, не знаю, правда, вот соотношение сторон меня немножко смущает, потому что было немножко непривычно после iPad играть на щите, и вот ощущение от такого пластикового, какого-то липкого экрана, ну хотя может быть это просто экран из-под пленки, и я просто придираюсь, потому что андроидом я особо не пользовался как бы за свою жизнь, только телефон у меня есть на андроиде, вот могу вам его показать, это ZTE Blade L2, очень страшная штука, вообще просто сатана. Поэтому как-то, не знаю, к андроиду я скептически отношусь, но игра на планшете мне понравилась, который планшет от Nvidia, производительность очень хорошая, оптимизация хорошая. Видно, что как бы поддерживается либо 30, либо 60 кадров в секунду, то есть картинка очень плавная, никаких лагов я не заметил. Вот. Единственное, что это по поводу экрана и соотношение сторон было, это реально неудобно, когда-то прожимались ненужные мне совсем итемы, и не было возможности еще, конечно же, настроить под себя, поэтому, скорее всего, испытывались некие трудности. Также после встречи мы сидели с разработчиками в ресторане, там ребята тоже с ними много общались, опять же, из-за того, что я очень печально знаю английский язык, почти что всю встречу молчал, спрашивал что-то через переводчиков, опять же, им спасибо за все это. В принципе, было классно. И также еще нам подарили такие небольшие символические подарочки, но они очень понравились, очень прикольные, и я их сейчас вам покажу. Итак, собственно, вот подарки от разработчиков, которые мы получили на презентации игры по поводу выхода на Android. У каждого человека на стуле лежал вот такой вот пакет с логотипом Vainglory. То есть пакетик у нас двухсторонний, с двух сторон у нас Vainglory идет. Внутри пакета были всякие прикольные ништячки.
И самое первое, конечно, хочу отметить, это плакаты. Два плакатика. Один плакат с кошкой. Вот такой плакат. То есть на нем расписывались разработчики, там все брали автографы. Ну, в принципе, увидели подобные плакаты много раз на стримах. Вот даже с помощью Антона Андерсона попросил разработчиков расписаться от команды разработчиков для команды ВП. Повешу этот постер себе на стеночку обязательно в рамку, чтобы он сохранился и долго радовал мой глаз. Итак, перейдем к остальным вещам. Второй плакат, на нем тоже расписывались разработчики. Плакатик у нас здесь изображена Катерина и Арден. Не знаю, как-то мне трудно показать это все. У меня нету штатива, и съемкой подобных видео я никогда не занимался, поэтому только вот так вот могу показать, друзья, к сожалению. Вот здесь вот расписались опять же те же самые разработчики. И сейчас мы продолжим смотреть, что было еще в этом пакетике. Еще у нас в пакете была футболка. Футболка — это просто гвоздь программы. Волей случая мне их досталось несколько. И, скорее всего, вот именно вот эту футболку я потом разыграю. Правда, она размером 2XL. Да, 2XL. Сейчас вам будет видно, наверное, вот так. Вот она, 2XL футболочка. В принципе, качество принта отличное. Мне понравилось. Качество самой футболки тоже очень хорошее. Футболка идет хлопок 100%, без эластана, как сейчас любят делать. И это, конечно, не может не радовать. Футболка очень классная. Посмотрим, что там дальше. Там, по-моему, еще бейджик. Бейджик — это давали нам на входе в офис Nvidia. Вот такой вот бейджик у меня. То есть вот здесь логотип Nvidia, мое имя Алекс и мой ник. То есть мы пришли от имени игрового комьюнити на таком вот прикольном ремешке Nvidia тоже. Ну, в принципе, как такой сувенирчик на память сойдет. Нам сказали их забрать с собой. И посмотрим последнее, что осталось в нашем пакете. Это вот такие вот наклеечки. Здесь наклейка с логотипом Vainglory, со скарфом, Ададжио, кошкой, воксом, селестой, такой и пилой. Всего 8 наклеечек. Наклеечки, честно, маленькие, чуть-чуть побольше, чем пробка бутылки, допустим, от той же Кока-Колы. Поэтому, ну, не вижу смысла как бы куда-то их клеить. Очень маленькие наклеечки. Наклейки мне, честно, не понравились. И вот такая вот салфеточка с логотипом Vainglory, мягкая, для протирки экрана от пыли. В принципе, я ее один раз пробовал, пыль стирает хорошо, упаковать обратно решил, чтобы снять уже как бы это видео до конца, показать, что у нас было. В принципе, все, друзья, пакет пустой, не знаю, видно вам или нет, наверное, нет, он черный, но все равно я покажу. В общем, вот такие вот штуки нам подарили разработчики, и это очень приятно. Вот, в принципе, видео уже подходит к концу, я вам все, что хотел, показал. Также после этого ролика, который вы видите сейчас, будет ряд фотографий со встречи, которые мы делали в течение дня. Кому интересно, можете посмотреть. Там, ну, недолго будет, пару минут, буквально под музычку, просто нарезка фотографий, как слайд-шоу. В принципе, наверное, все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет много интересного. Скоро введут безранговую очередь. И я собираюсь открыть несколько новых рубрик, которые буду снимать исключительно в рандоме. И рубрики будут такие немного юмористические. Ну, будут, конечно, гайды выпускаться постоянно, так как гайды, вы знаете, это основная как бы цель моего канала, научить игроков играть, новичков особенно, помогать им. Но также должны быть другие рубрики, которые будут развивать канал, особенно юмористические, потому что, ну, посмеяться все любят. Это, конечно же, нужно. Если вам понравился такой формат видео, обязательно, друзья, напишите об этом в комментариях. Поставьте свой лайк, чтобы я знал, что стоит, если будет какое-то подобное мероприятие, на которое появится возможность прийти и снять для вас что-то интересное, чтобы я это как бы, ну, делал не впустую, чтобы я знал, что вам такая рубрика нравится и стоит как бы ее развивать. Надеюсь, вы отпишите по этому поводу, понравилось, не понравилось, неважно. Главное, напишите, друзья, свое мнение, чтобы я смог какую-то целую картину по этому поводу составить и для себя уже на основе этого решить, стоит ли мне этим делом дальше заниматься.
Спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока.